Всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом видео я покажу нестандартный способ резки ламината, который позволяет резать ламинат без сколов. Также покажу, как сделать стык ламината и плитки на полу. Ну и, конечно, полезные советы. Ролик будет информативным и интересным, так что усаживайтесь поудобнее. Спонсор сегодняшнего видео – компания Мосплитка. Если у вас дома начался ремонт и вы стоите на пороге выбора, то вам сюда. Это только название такое Мосплитка. На самом деле магазинов уже более 60 по всей России. Также есть доставка в регионы. В разделе акции не только скидки, но и очень интересный бонус – бесплатный дизайн-проект. Вы можете бесплатно получить 3D-проект и увидеть, как будет выглядеть плитка в интерьере. Все ссылки внизу в описании. Начну с разметки. Когда вы укладываете темный ламинат и делаете разметку простым карандашом, то линию не очень хорошо видно. Это доставляет некоторые неудобства. В таком случае нужно наклеить малярную ленту на ламинат и по малярной ленте уже прочертить линию. Она будет очень хорошо видна. Еще можно сделать разметку малярным ножом. В таком случае верхний слой ламината прорезается, и если вы режете ламинат лобзиком, то будет меньше сколов. Но резать надо сбоку от линии. Если вы режете ламинат лобзиком, то выбирайте пилку с зубом загнутым в обратную сторону, так как такой зуб оставляет меньше сколов на лицевой стороне, а больше на обратной. А вот классическая пилка с зубом вверх оставляет больше сколов на лицевой стороне. Самый чистый рез получается в том случае, если вы используете болгарку с диском для плитки. Еще, конечно же, неплохо иметь под рукой пылесос. Размечаете отрезок нужной длины, кладете ламинат на стол. На моем верстаке удобно использовать место, где устанавливаются струбцины. Подставляете пылесос и просто прорезаете болгаркой ламинат. Рез получается очень чистый. Сейчас часто ламинат используется в качестве декора и монтируется на стены. Возникает необходимость запила под 45 градусов, чтобы обыграть внешние углы. Это тоже можно сделать при помощи болгарки и диска по керамике. Качество реза на видео говорит само за себя. Углы, запиленные под 45 градусов, выглядят лучше, чем если бы использовать накладной уголок. Теперь рассмотрим, как производится стыковка ламината и плитки на полу. Один из распространенных вариантов. Подложка не докладывается до плитки на расстояние 10 см. Предварительно подрезаете и подгоняете доску под плитку. Затем наносим на основание полиуретановый герметик и защелкиваем ламинат, выставляя нужный зазор между плиткой и ламинатом. Таким образом подгоняем каждую доску. Для чего нужно приклеивать ламинат? Если его не приклеить, то он будет играть, примерно так, как это происходит возле стены. Но в этом случае ламинат прижмется плинтусом. На этом объекте мы рассчитали толщину стяжки таким образом, чтобы при монтаже пола ламинат зашел под дверную раму. Также сделали потай в откосе. Внутри остался дополнительный зазор на случай теплового расширения ламината. В этом случае не нужно использовать плинтус или каким-то образом декорировать обрезной край ламината. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем хорошего настроения, до новых встреч!